Де Хея возвращается. Неймар исключен из заявки Аль-Хиляля. Будущее Казимира. Дэвис в Реале. Перформанс Суареса. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Испанский Бетис инициировал предварительные переговоры с экс-вратарем Манчестер Юнайтед Давидом Де Хея о том, чтобы 33-летний голкипер присоединился к клубу грядущей зимой. Об этом сообщает Estadio Deportivo. По информации источника, обе стороны заинтересованы в успешном завершении переговоров, поскольку руководство Бетиса хочет усилить вратарскую позицию, а сам Де Хея желает продолжить карьеру на родине. Подчеркивается, что испанскому футболисту будет предложено краткосрочное трудовое соглашение. Вместе с тем есть риск, что даже в случае согласования условий личного контракта с Де Хея клуб не сможет заявить игрока, поскольку на текущий момент Бетис превысил лимит по зарплатам, о чем недавно сообщил гендиректор клуба Рамон Аларкон. Отмечается, что продажа вратаря Силвы способна решить эту ситуацию и предоставить Де Хея возможность присоединиться к команде Мануэля Пеллегрини. Анже Постекоглу в третий раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ. 58-летний главный тренер Тоттенхэма из Австралии взял приз по итогам августа, сентября и октября. Постекоглу – первый тренер, выигравший приз в каждом из 3 первых месяцев работы в АПЛ. Кроме того, он первым выиграл 3 из 3 наград на старте сезона. Всего 3 тренера ранее получили приз 3 месяца подряд: Антонио Конте, Пеп Гвардиола и Юрген Клопп. Рекорд у Пепа. Он побеждал 4 раза подряд в сезоне 17-18. Луис Суарес сделал хэт-трик за 19 минут в матче чемпионата Бразилии. 36-летний уругвайский нападающий принес победу Гремио в матче с Ботафаго, забив на 50-й, 53-й и 69-й минутах. В этом году Суарес забил за клуб из Порту Алегри 23 гола и сделал 16 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось, что Луис и Интер Майами, за который выступает Лео Месси, согласовали контракт по схеме 1+1. Форвард покинет Гремио зимой. Джим Рэдклифф в ближайшие недели станет акционером Манчестер Юнайтед. Глава химкомпании Ineos приобретет 25% акций Юнайтед за 1,25 миллиарда фунтов. После этого он собирается инвестировать в клуб 245 миллионов фунтов. Сэр Джим должен официально стать миноритарным акционером МЮ во время ноябрьской паузы на матче сборных. Вероятно, это случится уже на следующей неделе. Источники, близкие к Рэдклиффу, сообщили BBC Sport, что невозможно представить, что он согласится быть молчаливым партнером глейзеров, которые рассматривали продажу клуба, но выставили требования, которые никто не смог удовлетворить. Сайт FoFo2 представил свой рейтинг лучших матчей в истории Лиги Чемпионов. Первое место в нем занял финал 2005 года, в котором Ливерпуль обыграл Милан, уступая после первого тайма со счетом 0-3. На втором месте располагается ответный матч Барселоны и ПСЖ в сезоне 16-17, в котором каталонцы одолели французов со счетом 6-1. На третьем месте Манчестер Юнайтед Бавария 2-1, сезон 98-99. Четвертое место занимает Милан Барселона 4-0 в сезоне 93-94. Пятерку замыкает матч сезона 2003-2004 Депортиво Милан 4-0. Футболист мюнхенской Баварии и сборной Канады Альфонсо Дэвис склоняется к переходу в мадридский Реал. Об этом сообщает журналист Керри Хау в соцсети Twitter. По
По информации источника, переговоры между игроком и немецким клубом о продлении контракта приостановлены уже как полгода. Интерес Реала к Дэвису конкретен. Испанцы видят в нем желаемое решение на позиции левого защитника и уже на ранней стадии установили контакт с его окружением с рекомендацией не продлевать контракт и тянуть время. Дэвис имеет действующее трудовое соглашение с Баварией, которое рассчитано до июня 2025 года. Его рыночная стоимость оценивается в 70 миллионов евро. Мохаммед Салах получил приз лучшему игроку АПЛ по итогам октября. Вингер Ливерпуля и сборной Египта получил награду в 5-й раз в карьере. Он догнал Уэйна Руни и Робина ван Перси и лидирует по этому показателю среди действующих футболистов лиги. Чаще Салаха приз брали только Стивен Джеррард, Криштиану Роналду, оба по 6 раз, а также Серхио Агуэро и Харри Кейн по 7 раз. Мохаммед забил во всех 3 матчах Ливерпуля в АПЛ в октябре, на его счету 5 мячей. Клубы из Саудовской Аравии в преддверии зимнего трансферного окна интересуются Казимиро. Как утверждает Team Talk, изначально наиболее желанной целью для саудовских клубов среди выступающих в Европе полузащитников был Поль Погба, однако тот попался на допинге. Теперь саудиты готовы переключить свое внимание на Казимиро, который совершенно не впечатляет в своем 2-м сезоне за Юнайтед, а недавно и вовсе угодил в лазарет с травмой задней поверхности бедра. У Казимиро не идет игра в этом сезоне, и многие в клубе хватаются за голову. Юнайтед не подталкивает его к уходу, но если возникнет ситуация, похожая на отъезд Фабиньо и Хендерсона, они могут выслушать предложение, цитирует свой источник издания. Руководство Аль-Хиляля приняло решение о временном исключении Неймара из заявки. Бразилец перешел из ПСЖ в Аль-Хиляль в середине августа. Неймар подписал со своим новым клубом контракт, действующий до 30 июня 2025 года. С момента переезда на Ближний Восток на счету звезды 5 матчей. В них он забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Есть много признаков того, что достигнутые в этом сезоне успехи не будут улучшены. 18 октября сборная Бразилии встретилась с командой Уругвая в отборочном матче чемпионата мира. После одного из столкновений Неймар упал на газон. Проведенные тесты показали, что он повредил связки в левом колене, что выведет его из строя до конца нынешних соревнований. По информации портала АС, очень длительная пауза футболиста принудила руководство Аль-Хиляля временно исключить Неймара из заявки. Такое решение было продиктовано лимитом на игроков из-за пределов Саудовской Аравии. Там разрешено иметь в составе только 8 таких игроков, что в данном случае не позволило бы осуществить дальнейшие трансферы. Иранский форвард Мехди Тареми, выступающий за Порту, попал в сферу интересов английского топ-клуба. Заполучить 31-летнего нападающего в свои ряды собирается Манчестер Юнайтед. Сумма потенциальной сделки оценивается примерно в 10 миллионов евро. Переход может состояться в январе. Мехди играет за португальскую команду с августа 2020-го. Его трудовое соглашение истекает летом следующего года.